Давайте поговорим немного с вами о личных границах. Это очень популярная за последнее время тема про личные границы. Многие из вас слышали, читали, вы это знаете. Вы знаете о том, что личные границы нужно защищать, и что из-за того, что люди не защищают свои личные границы, у них возникает очень много проблем в их жизни, и что нужно уметь эти границы защищать. Но вот проблема, заключающаяся в том, что изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год очень многие из вас, очень многие из моих клиентов, очень многие из моих знакомых эти личные границы, которые они не знают, как защищать, они их не защищают. И для меня это было, возможно, как и для многих из вас, загадка на протяжении очень длительного времени. И ответ на эту загадку заключается в чувстве вины. В чувстве вины, которое возникает у человека, когда он начинает защищать свои границы. У человека есть какие-то внутренние границы, которые для него комфортны, и другие люди эти границы систематически нарушают. После чего человеку плохо, он страдает и думает о том, как прекратить те или иные отношения. Он знает, что эти границы нужно защищать. Он начинает их защищать. Эффективно, все работает, все получается, другие люди не могут вторгнуться в его личное пространство, и человек при этом, вы знаете, начинает испытывать страшное чувство вины. Как я мог себя вести так необычно, так непривычно, что подумают окружающие, они вот уже привыкли приходить ко мне в гости, когда они хотят, и тут вдруг я им сказала, что я сегодня занята и не готова принимать вас в гости. Потом я не могу уснуть, потому что мне стыдно, и проще было бы уже, собственно говоря, согласиться. Вот именно это чувство вины мешает огромному количеству людей, которые меня окружают, защищать свои личные границы, потому что они ошибочно думают, что это чувство вины не должно возникать, что оно сигнализирует о том, что я что-то делаю неверно, что вот в данном конкретном случае личные границы защищать было нельзя, потому что мне потом стыдно. Разгадка этой проблемы заключается в том, что вот это чувство вины, оно не является критерием, который говорит о том, что не нужно так себя вести, как раз наоборот, как я говорю своим клиентам, которые страдают этой проблемой, что, ребята, если вы что-то делаете и вам за это стыдно, значит, вы на верном пути. Чувство вины как раз для таких людей, которые не умеют, у них нет навыка защиты своих границ, чувство вины является признаком того, что они двигаются в верном направлении. Я вспомнил об этой проблеме, когда недавно вспоминал об одной своей клиентке, которая в процессе терапии со мной училась защищать свои личные границы. То есть там был совершенно такой хрестоматийный случай, когда ее родители, которые ее в детстве отдали в детский дом, потому что у них родился сын. Им сложно было воспитывать мальчика и девочку, когда она выросла, выучилась и стала зарабатывать большие деньги. Ее родители, которые сразу же вспомнили о том, что у них есть дочь, они приходили к ней в офис, с ноги открывали дверь, открывали сейф, доставали оттуда деньги, которые она заработала, и говорили, что почему так мало. Она очень страдала, переживала, у нее появились разные проблемы, в том числе с употреблением алкоголя. И вот когда она вылечилась и стала вести трезвый образ жизни, возник вопрос, что нужно как-то защищать свои личные границы, чтобы не сойти с ума. Как? Ну это же очевидно. То есть, когда приходят родители за очередной порцией денег, нужно не открывать им дверь, и все будет хорошо. И она же несколько месяцев не могла это сделать, потому что когда приходил папа, когда приходила мама, ей было настолько стыдно, что она открывала дверь, пыталась что-то им сказать, ее отодвигали, проходили прямо к сейфу, забирали оттуда деньги и уходили с претензией на то, что она еще и долго не открывала дверь. И вот в какой-то момент ее это настолько она настолько поняла, что так больше жить нельзя, что когда отец однажды пришел к ней за очередной порцией денег, она открыла дверь и молча, без слов, выстрелила у него из пистолета над головой. Папа очень быстро исчез в неизвестном направлении и больше не приходил. Она защитила свои границы успешно, но я вспомнил не это. Я вспомнил, что для меня это было очень удивительно на тот момент, что после этого она неделю
Она лежала лицом к стенке, ей было так плохо, ей было так стыдно, ей было так неудобно, что она так поступила, что на неделю ничего не могла делать. И только после этого она постепенно начала приходить в себя, возвращаться к другой жизни, к совершенно другой жизни, с новыми отношениями, с новыми мужчинами. И в этой жизни уже не было ее родителей-абьюзеров, которые заставляли ее вести себя так, как им удобно, убеждая, что это ее дочерний долг. Избавиться от вот этих абьюзивных отношений, изменить свою жизнь, защитить свои границы невозможно без патологического, именно патологического, болезненного чувства вины, которое будет обязательно. Просто не нужно обращать на него внимание, не нужно воспринимать его как признак того, что вы что-то делаете не так. Чувство вины в данном случае – это признак того, что вы все делаете верно, и у вас все рано или поздно получится. Не обращайте на него внимания.